Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Знакомьтесь, это Генетта, миловидная хищная животинка, которая напоминает худощавого, удлиненного котика. Однако родства с кошачьими у них вовсе нет. Генетты живут в тропических лесах и саваннах Африки, где, впрочем, ведут вполне себе кошачью жизнь. Весь день спят где-то в щелях, а ночью выходят на охоту за грызунами, птицами и фруктами. Генетты – это род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Длинное до 1 метра, приземистое и необычайно гибкое тело покрыто короткой, довольно грубой шерстью. Окраска пятнистая, хвост пушистый, до 50 сантиметров длиной. У его основания расположены железы, выделяющие резко пахнущую жидкость – мускус. Обыкновенная генетта широко распространена по всей Африке, но встречается и в Юго-Западной Европе, в Испании и Франции, где населяет лесистые и безлесые горы и низменности, обитая преимущественно около водоемов. Впервые об обыкновенной генетте было упомянуто 2500 лет назад древнегреческим историком Геродотом, который тем самым увековечил ее в своих трудах. Однако генетты не были тогда чем-то диковинным и активно использовались греками в целях борьбы с грызунами. Несколько позднее с этой же целью их стали использовать мавры. Хотя первое упоминание о генеттах датируется эпохой Геродота, первое научное описание было дано только в 1758 году. Наука предполагает, что генетты являются одними из наиболее древних и примитивных хищных животных, которые смогли сохраниться до нашего времени. Следует отметить, что за последние 40-50 миллионов лет их внешний облик не претерпел практически никаких изменений. Обыкновенная генетта – это зверек, которого с виду можно принять за немного странную кошку. Тело генетты стройное и имеет удлиненную форму, из-за чего некоторые ошибочно путают их с представителями семейства куньих. Глаза большие и похожи на кошачьи, что тоже вносит путаницу среди любителей зоологии. При этом в дневное время зрачок глаза, как и у кошек, принимает вид вертикальной узкой щели. Когти у генетт короткие и могут, подобно кошачьим когтям, втягиваться в подушечки, правда, только наполовину своей длины. Конечности короткие, причем задние заметно превосходят по длине передние. Шерстяной покров густой, плотный и короткий. Если потрогать его на ощупь, то можно будет заметить, что он очень гладкий и нежный. Хвост пушистый и длинный. Весит древняя африканская недокошка до 2 килограмм. Генетты хорошо приручаются и являются достаточно неприхотливыми домашними животными, однако нуждаются в дополнительных пищевых добавках. В естественной среде обитания обыкновенная генетта живет, как правило, 8-10 лет, в неволе значительно дольше, до 15 лет, хотя есть неподтвержденные данные о том, что в домашних условиях генетта способна прожить более 30 лет. Обыкновенная генетта даже звуки издает похожие на кошачьи. Если им хорошо, они мяукают, при угрозе начинают шипеть, а при возбуждении урчат. По повадкам же генетта напоминает больше хорьков, питается мелкими зверьками, птицами и их яйцами, а также беспозвоночными, и ведет преимущественно ночной образ жизни. Заметное место в рационе всех генетт занимают фрукты, причем обыкновенная генетта не прочь ограбить чей-нибудь сад или дом, а в благодарность оставить хозяевам кучу помета на крыше. В Западной Африке
Лесная генетта с приходом сумерек часто совершает набеги на курятники. Днем генетты спят где-нибудь на дереве или в логове среди камней, свернувшись в клубок и накрывшись длинным хвостом. Ну, чем не кошка? Кстати, на американском континенте есть похожий аналог антикошки, как амицли или шахтерская кошка. Ролик о ней можно найти в плейлисте «Животные Америки». Ну а нашу сегодняшнюю гостью лучше не пугать. Если генетта испугана, она поднимает шерсть дыбом и выпускает небольшое количество жидкости, которая пахнет мускусом. Секрет, который выделяется анальными железами, по большей части используется самцами, которые с его помощью обозначают границы своей территории. Охотится обыкновенная генетта только на земле. При этом, выследив добычу, она бесшумно подкрадывается к жертве, вытянув тело и хвост в одну линию, после чего делает резкий прыжок, хватая жертву за шею и удушая ее. Когда жертва будет задушена, генетта сразу же ее съест. При поедании шерсть генетты встает дыбом. Умные дяди говорят, что это у нее от удовольствия от поедания пищи. Но это не точно, потому что так может проявляться страх потерять свою добычу или быть застигнутой врасплох. Я бы остановилась на версии с удовольствием. Генетта ведет одиночный образ жизни. Каждому самцу принадлежит территория, равная примерно 5 квадратным километрам, которая включает несколько территорий, принадлежащих самкам. Парами генетт можно увидеть в сезон размножения. Любят друг друга генетты дважды в году. Как правило, в сезон дождей. Половое созревание у котят наступает только к 2 годам, а беременность у самок длится от 10 до 12 недель, после чего самочка производит на свет от 2 до 4 глухих, слепых и голых котенка. Детки будут питаться материнским молоком в течение нескольких месяцев, хотя твердую пищу они способны есть уже через несколько недель после появления на свет. В возрасте 7-8 месяцев юные генетты готовы покинуть отчий дом. Естественными врагами генетты являются каракалы, леопарды, сервалы, а также крупные совы. Детенышам также опасны змеи, цветы и шакалы. В общем, все, кому не лень, на черном континенте готовы полакомиться древней недокошкой. В ряде стран Африки обыкновенная генетта содержится в домах в качестве истребителя грызунов, замещая тем самым кошку. С этой же целью их могли бы содержать и в Европе, но сильный запах мускуса привел к тому, что европейцы все-таки предпочли кошку, а генетты содержатся только в роли экзотических домашних животных. Шкуры генетт африканцы используют в изготовлении различных меховых изделий, а мясо употребляют в пищу. Внутренние органы местные жители используют в лечебных целях. В целом же можно отметить, что популяция обыкновенной генетты достаточно велика, и хотя на генетт по-прежнему охотятся, серьезного вреда популяции это не приносит. Ну что ж, будем надеяться, что генетты нас переживут и просуществуют еще как минимум 50 миллионов лет. А вы бы завели такую недокошку дома? Пишите в комментах. А еще и, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!